Миссис Джонсон сразу же обратила внимание на необычное поведение Дейзи. Ее кошечка, обычно такая спокойная, вдруг стала проявлять признаки волнения. Хотя миссис Джонсон и раньше видела подобные симптомы, предвещающие роды, в этот раз это было странно, ведь Дейзи не выглядела беременной. Однако, когда состояние Дейзи ухудшилось, стало очевидно, что приближаются роды. Появление на свет крошечного, недоношенного котенка вызвало всеобщее изумление. Роды прошли не совсем обычно. Сначала показались голова и передние лапки, а затем появилось все тельце. Дейзи с нежностью приняла своего малыша, вылизав его и явно почувствовав облегчение после трудных родов. Воцарилась полная тишина. Все с недоверием уставились на котенка, ведь такой поворот событий никто не ожидал. Ветеринар доктор Томпсон, которому семья Джонсон доверяла, выглядел мрачно. К удивлению, он пока не спешил делиться новостями с семьей. Вместо этого он методично складывал свои инструменты. Доктор Томпсон осторожно начала миссис Джонсон, есть ли причина для такого поведения. Он лишь издал тихий звук. «Что происходит?» Начал он наконец. «С сожалением вынужден сообщить, что это не совсем котенок», произнес он негромко. Миссис Джонсон была поражена. «Не котенок». Пронеслось у нее в голове. Что же это тогда? Почему ветеринар так себя ведет? И как Дейзи вообще могла забеременеть? Все это произошло на уютной ферме семьи Джонсон, расположенной в живописной сельской местности. В роду Джонсонов, чья история тесно связана с животноводством на протяжении многих поколений, существовала особая привязанность к их питомцам. Эта преданность, особенно к их любимой кошке Дейзи, была широко известна и уважаема в округе. Дейзи, отличавшаяся изяществом и мягким характером, была любимицей всей деревни. Поскольку Джонсоны держали ее исключительно как компаньонку, не предполагая разведения, ее внезапное и необычное поведение в одно солнечное весеннее утро стало для них настоящей загадкой. Беспокойное передвижение по дому, тихие, жалобные мяуканье и постукивание лапкой по полу — все эти сигналы, как оказалось, предвещали роды. Миссис Джонсон, имея большой опыт в уходе за кошками, сразу распознала эти признаки, несмотря на то, что никаких явных намеков на беременность Дейзи раньше не наблюдалось. Стоит упомянуть, что Дейзи стала частью семьи Джонсонов несколько лет назад, когда ее прежние хозяева, знакомые семьи, не смогли больше о ней заботиться. Прежние опекуны не смогли оставить кошку себе, но позаботились о ее будущем, найдя ей достойную семью. Джонсоны сразу почувствовали, что Дейзи их кошка, и готовы были подарить ей дом и любовь. Ее прошлое было непростым, она выступала в цирке, затем жила на ферме, но травма положила конец ее артистической карьере. Несмотря на свою общительность, которая делала ее звездой, Джонсоны хотели дать Дейзи спокойную жизнь, полную отдыха и заботы, в отличие от других животных, которым приходилось работать. Однако они не подозревали, что кто-то вмешается в ее спокойную жизнь. Не прошло и часа, как Джонсоны вызвали доктора Томпсона, своего проверенного ветеринара, специалиста по кошкам. Он прибыл как можно скорее. Мистер Джонсон встретил его и проводил в комнату Дейзи. Осмотрев кошку, доктор Томпсон сразу понял, напряженный живот и учащенное дыхание свидетельствовали о начавшихся родах. Миссис Джонсон была озадачена, откуда у Дейзи котята, если в доме нет ни одного кота. Но вскоре она осознала, что причина беременности второстепенна, а сейчас главное — помочь Дейзи, которая была готова к родам и нуждалась в заботе. Врач прибыл, оснащенный всем необходимым. Доктор Томпсон предупредил,
что роды у кошки могут продлиться много часов, и им оставалось лишь ждать. Однако миссис Джонсон не могла спокойно сидеть. Ее охватило сильное желание выяснить, кто же является отцом котенка. Иногда она пыталась убедить себя, что это лишь ее фантазии, но опасения не давали покоя. В один момент ее осенило: на ферме были установлены камеры безопасности после случая кражи. Она бросилась к монитору и начала просматривать видеозаписи за те дни, когда могла произойти вязка. Сначала все выглядело спокойно. Но затем на одной из записей она увидела, как некая таинственная женщина открыла заднюю дверь и впустила кота. На записи видно, как кот неспешно идет, он выглядел уверенным. Женщина закрывает за собой дверь. Была ночь, и никто не предвидел никаких происшествий. Миссис Джонсон и ее муж, изучив кадры, они узнали кота Кларка, питомца их соседа Филиппа. Кларк, будучи породистым котом редкой линии, был известен Джонсонам, но они никак не ожидали увидеть его здесь ночью. С наступлением рассвета миссис Джонсон отправилась к дому Филиппа и вошла без стука. В коридоре ее встретил Филипп, а следом за ним появилась его дочь Тилли. Она взглянула на экран ноутбука, где показывали запись с проникновением Кларка. Филипп пытался объяснить, что не в курсе происходящего, в то время как Тилли хранила молчание. Тилли, после короткой паузы, призналась: «Да, это я». Я пустила Кларка к Дейзи. Миссис Джонсон, встревоженная, спросила: «Почему?» Тилли, опустив взгляд, объяснила: «У нас были финансовые проблемы. Я знала, что Кларк принадлежит к редкой породе, и надеялась продать котенка». Ее слова звучали цинично, но в них чувствовался страх. В разгар их разговора зазвонил телефон. Доктор Томпсон сообщил, что роды у Дейзи осложнились. Миссис Джонсон и Филипп немедленно вернулись домой. Там они увидели Дейзи, тяжело дышащую, с сильными схватками, но котенка все еще не было. Доктор Томпсон констатировал: она теряет много крови. Нужно действовать срочно. Он аккуратно ввел руку в родовые пути и начал помогать, осторожно вытягивая котенка за лапки и стараясь правильно его расположить. Роды были трудными, котенок занял неправильное положение, и его пришлось корректировать, чтобы не навредить матери. Это была напряженная работа. Как только котенок полностью показался, он упал на мягкую подстилку, и все замерли в ожидании. Его пытались оживить, согревая, обеспечивая кислородом и питанием. Время шло мучительно медленно. Миссис Джонсон, прижав руку к сердцу, молилась. Внезапно послышался слабый писк, котенок подал признаки жизни. Все облегченно выдохнули. Дейзи осторожно приблизилась и принялась вылизывать новорожденного. Он был крошечным, почти без шерсти, с закрытыми глазками, но он дышал. Доктор Томпсон, взглянув на миссис Джонсон, сообщил: он необычен. Генетический анализ выявил мутацию. Она кивнула, понимая, что перед ней не обычный котенок, а существо с редким генотипом. Филипп и Тилли, стоявшие рядом, тяжело вздохнули. Филипп добавил: «Я не оправдываю поступок дочери, но готов участвовать в уходе за ним». Миссис Джонсон посмотрела на Тилли. «Ты навсегда уходишь с моей земли?» «Нет. Но ты будешь работать, чтобы искупить. Ты будешь ухаживать за котенком и помогать с Дейзи». Она дрожащим голосом согласилась. Тилли подошла к малышу и тихо извинилась. С этого момента на ферме началась новая глава. Котенка назвали Дороти Дар. Ее окружили заботой и любовью.
давали питательную смесь, следили за температурой и стимулировали дыхание. С каждым днем она становилась сильнее, ее шерсть начала отрастать, а движение — увереннее. Однако вопросы о ее происхождении и будущем оставались неразрешенными. Ослабленная родами Дейзи нуждалась в постоянном внимании. Она была готова пожертвовать собой ради новорожденного, не отходя от него ни на шаг, согревая своим теплом. Тем временем Тилли, усердно помогая миссис Джонсон, постепенно заслуживала ее доверия. От мытья клеток до кормления животных она впитывала знания об уходе. Ее жажда знаний росла, она просила читать ей о генетике и мутациях, стремясь понять, что может ожидать Дороти. Миссис Джонсон и ее муж решили не продавать редкую кошечку. Они знали, с животным нельзя обращаться как с товаром. Дороти стала для Дейзи символом возрождения и новой жизни. Филипп помог установить камеры, усилить безопасность. Никто больше не мог проникнуть на территорию без ведома семьи. Со временем Дороти превратилась в здоровую и активную кошку, проявляющую игривость и любопытство. Однако ее генетический код представлял особый интерес для научного сообщества. Ученые регулярно посещали дом, чтобы взять образцы для исследований. Она больше не была просто питомцем, она была уникальной. Ее дни, проведенные рядом с матерью Дороти, были наполнены близостью, словно между хранительницей и ее подопечной. После ухода Дейзи ее похоронили под старым деревом, поставив табличку. Дороти осталась на ферме как символ того, что даже из самых трудных обстоятельств может родиться чудо. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До новых встреч!